Привет всем, с вами Кацунеко. В данном видео расскажу о разновидностях консолях, играх и ценах на них. А в конце подытожим, что же все-таки лучше. Видео основано на личном мнении, которое ни в коем случае я не навязываю никому. Выбор всегда остается за вами. Консоль существует в трех региональных форм-факторах. Это USA, Япония и Европа, имеющие свои отличия. К примеру, японская версия приставки и европейская одинаковы по внешнему виду, нежели версия, которая продавалась в США. Но есть одно но. Американская и японская консоли, они работают в NTSC и 60 Гц. В отличие от европейской, она работает в PAL режиме и 50 Гц. То есть картинка чуть плавнее у японки и американки. Помимо внешнего отличия, имеется отличие в слотах. Слот для картриджа в американской версии приставки имеет квадратное отверстие, нежели японская и европейская. У них такой по бокам закругленный, то есть полукруглый. Касательно цен на данные приставки, давайте посмотрим на eBay, введем в поиск Super Famicom. Это и японская версия приставки. Ну и вот смотрим, сразу вот находится в Японии. Бесплатная доставка стоит 2200. Просто тушка. А уже за 3 с копейками можно купить с 2 джойстиками, но без блок питания и кабеля подключения. В общем, смотрите, здесь вообще завалено. Пачками их продают. В общем, можно подобрать себе вот блок питания за 500-600 рублей. Но вообще можно с блоком не заморачиваться, купить какой-нибудь, как он там называется, Ретрон, и не париться. Только с блоками питания будьте аккуратнее. У них и очень важный момент для подключения японской Super Nintendo. У блока питания внутри штекера должен быть минус, а плюс снаружи. Учитывайте этот фактор. В общем, посмотрите, полнокомплектные есть лоты, так сказать. Точнее, не лоты, а объявление я тут поставил купить сейчас. В общем, сами видите, ценники такие кошерные. Вот даже за 4200 со всеми, с кучами проводов там, с двумя геймпадами, с блоком питания. Правда, блок питания все равно вам не подойдет, он на 110 вольт. Придется брать трансформатор понижающий с 220 на 110 вольт. И в него уже втыкается вот этот 110 вольт блок питания. Ну, я говорю, с этим лучше не заморачиваться, купить нормальный блок питания, универсальный какой-нибудь. Или взять вон, как я, от Sega Mega Drive, от стародела пиратского, китайского. Ну вот, теперь давайте посмотрим, сколько же стоит Super Nintendo европейская, к примеру, или американка. Вот смотрите, европейка стоит 9000, но здесь, по ходу дела, она... это вообще мини Classic Edition какая-то. Это совсем не то. Вот. Американка с 2 контроллерами, блок питания и с подключением ТВ. RCI колокольчики, или как там, тюльпаны, кому как нравится, называйте. Смотрите, 6000 плюс 1800, почти 2000, да? Там 8 с копейками, 9000 выходит только вот за это. Кстати, у нас же в России фирма Стиплер продавала европейские версии консолей, вот такие. Покупали в Германии, клеили просто наклеечки там. Магазина Dendy, вкладывали инструкцию по эксплуатации, там брошюрка такая была на русском языке. Так что для нас, для России сегодняшней, не важен вот этот форм-фактор самой приставки. Она у нас не была распространена, и даже мы, возможно, о ней и не знали. Ну, может, кто-то знал, у кого родители имели возможность съездить за рубеж, и, возможно, привозили именно такую консольку, нежели в отличие от всех нас, кто смотрел по ТВ Сергея Супонина передачу «Денди. Новая реальность», была вот такого вот внешнего вида приставка. Ну и смотрите, далее тут тоже идет американочка, 9 плюс 3000 доставочка. В общем, сами видите, да, цену. Вот это уже европейская версия, то есть 3600, но она PAL региона идет в 50 Гц. Не знаю, я считаю, это не кошерно. Лучше брать NTSC. И в 60 Гц будет более плавненько и все четенько. Ну тут вообще охренеть десятик. В общем, все понятно, да? Можно зайти на Авито и глянуть здесь, в
чё почем по Супер Нинтендо. Вот в Москве продают вообще что-то непонятное. 3000 стоит. Тоже тушка 5 штук с 4 картриджами. Здесь мини, это нахрен. Вообще не понимаю, зачем эту мини использовать. Можно просто тупо на эмуляторе играть. Или на третью Соньку установить эмулятор и... О, базука даже в комплекте. 11 тысяч. Это паловская версия. Ну вот в Томске, к примеру, тоже есть с 2 джойстиками, 2 картриджами, блоком питания, шнуром и со всей фигней за 4000. В общем, что из этого я вам хочу сказать. А что касательно картинок, которые выдают все эти 3 приставки, вот сколько я не беседовал с людьми, к сожалению, я вам... Вот, кстати, от стиплера Dendy, Супер Нинтендо паловская, с Германии, которая... Давайте посмотрим на картинки немного. Эксклюзивный дистрибьютор. Хотя сейчас могут все это нафиг подделывать, все это напечатать могут. Ну да, тут вроде вон липучки все есть. Были такие. Что касательно картинки, вот эти версии, которые NTSC, у них, ну сами понимаете, 60 Гц это лучше, чем 50. Картинка плавнее. Но в NTSC у нас работают только американка и японка. У японки цвета сочнее. То есть я вам в данный момент этого не могу показать, потому что я не имею возможности захватить картинку с остальных 2 Nintendo, так как у меня их нет в наличии, у меня только японская версия. Вот, но поверьте мне на слово, люди, многие так говорили, и я думаю, обманывать они не станут по этому поводу. Ну а давайте перейдем к играм. Вообще игровые картриджи тоже различаются по внешнему виду. Как вы помните, я вам говорил, слоты у приставок разные, квадратные и такие с изгибом по бокам. Так и картриджи у европейки и японки, у них как раз таки закругленные концы. А вот у американки такой вот, по мне, так какой-то топорный вид картриджа, квадратный весь, какой-то непонятный. Честно скажу, он мне что-то как-то по внешнему виду не нравится. Как и сама приставка, дизайн. Тоже ерундистика какая-то. Топорно все сделано. То касательно региональной защиты. Да, она есть. То есть японская и европейская версии приставок хоть и выглядят одинаково, но игры, к примеру, японская игра на европейской приставке не запустится. И также наоборот, как вы знаете, что американка и японка работают в NTSC 60 Гц. Поэтому, хоть они и разных регионов, но игры у них совместимы. Но тут еще один нюанс идет. Слоты-то разные. То есть американский картридж квадратный в японскую приставку не засунешь, так как вообще он физически не залезет. Так же, как и японский. Не залезет в американскую приставку. Можно снять корпус и воткнуть плату. Будет все работать. Как вариант, можно заказать на Алиэкспрессе готовые уже корпуса и понапихать платы. Ну, соответственно, наклеечки тоже поменять, чтобы запускать игрушки, к примеру, японские на американке. Либо американские версии игр на японской консоли. Но есть еще и третий вариант, он такой, как бы, немного жестокий. Тупо сделать пропилы в самом слоте для картриджа и уже пользоваться нормально, без всяких этих заморочек. Ну а теперь давайте перейдем к ценам на игры. Смотрите, полнокомплектный картридж, коробочка, мануальчик, пластиковый держатель картриджа, я уже забыл, как он называется, извиняйте, стоит всего 2600 плюс доставка 400 рублей. Голыши, ну тут в зависимости тоже от игры, это игры на Super Famicom, то есть на японскую версию приставки. Ну, соответственно, они на японском языке. Есть исключения, конечно, в японской версии Super Metroid можно выбрать между японским и английским языком в самих настройках игры. Но, сами понимаете, мануальчик будет на японском. Кстати, по поводу мануальчиков, которые идут в комплекте, они невероятно красивые, именно японские. Вот, ну, выглядят, в общем, красочно, все цветные, и оформление более
крутое, на мой взгляд, нежели у европейской и у американской версии картриджа. Кстати, кому интересно, у меня есть обзор японского картриджа, и я добавлю тут в подсказочку. Смотрите, справа всплывет игра Yoshi Island. Да, кстати, есть девайс различного рода, можно запускать от геймбоя игрушки. А вот, кстати, Super Metroid всего лишь 3,5. Это вообще прям полнокомплектный. Блин, были бы деньги, я бы сейчас взял. Ну вот, к примеру, RPG-шка Chrono Trigger стоит так дешево, потому что на японском языке кто будет играть в ролевую игру. Вот Contra, к примеру, 1500. Но можно найти экземпляры, это я так наскок смотрю. Быстренький такой пробег по карикам. Если вы, конечно, хотите какую-то себе, какую-то определенную игру купить, конечно, вы за ней следите, мониторите, смотрите. Вот, теперь давайте посмотрим американские картриджи. Сколько они стоят купить сейчас? Смотрите, 70 тысяч всего лишь ничего. Ninja Gaiden трилогия. Ну вот Super Nintendo 112 в одном, это скорее всего какая-то китайская поделка. Да, вот смотрите, находится в Китае. Кстати, вот как вариант, можно и такие карики покупать, сборники, так сказать. Тоже имеет место быть, но мне кажется, знаете, если вам нравится какая-то определенная игра, вы уже ознакомились с библиотекой игрушек на Super Nintendo, мне кажется, лучше брать в лицензии. Вот смотрите, можно просто пластиковые эти покупать. Но это, скорее всего, оригинально, потому что в Великобритании находится. Ух ты, Shadowrun, хреноценник, да? Ну вот, к примеру, Супер Червяк Джим. Давайте откроем какой-нибудь полный комплект, и вот, допустим, за 49 тысяч. Посмотрим, как он выглядит. Смотрите, коробка уже горизонтальная. А у японских в виде как видеокассеты такие коробочки. Кто помнит, VHS. Раньше штуки такие были, видеомагнитофон суешь, смотришь. Вот, Made in Japan написано. Помято в полиэтиленке. Ну, походу, нам тут внутренности-то и не покажут, да? Вот давайте глянем Super Mario World. Мануальчик, инструкция, сама коробочка. Картонная коробочка под картридж. Не знаю, это может какая-нибудь репродукция, хотя точно утверждать не буду. Да, к сожалению, мануал нам не показали. В общем, что-то я открытых мануалов не нашел на eBay. Давайте посмотрим вот скан мануала Super Mario World 2 Yoshi Island, американская версия. Вот это перед-зад инструкция. Ну и так вот она выглядит. Давайте немножко глянем. Тоже красочно, но не все так красочно сделаны. Ну и вот я в своем видеоролике тоже делал обзорчик на картридж. Видите, совсем другое оформление, намного красочнее. Стилистика такая, как, не знаю, под газету, что ли. Ну, не знаю, мне больше нравится оформление японских мануалов. Хоть и ничего не понятно, что написано, но английский язык для меня такая же лабудень. Тоже ничего не понятно, что там написано. Так что все окей. Давайте европейский мануальчик посмотрим. К сожалению, европейского мануала Yoshi Island нету. Сравнить Spider-Man, европейку и американку. Ну так, ради спортивного интереса. Это у нас европейский мануал. Все, больше нету почему-то. И давайте американку включим. Ну, в принципе, не знаю, разницы, по-моему, никакой нету. Все то же самое. Там, походу, не прогрузилось просто. Европейский вот. Нет, к сожалению, это все. Вот такие дела. Даже европейские мануалы какие-то урезанные. Ну, либо это отсканировал человек столько листочков. Возможно, остальные у него были не целые. Вот еще один европейский мануал. Smash Tennis. Ну, тут вообще все так черно-беленько.
И игра поди такая, это ерундистика. Это что касательно лицензионных игрушек. Также на Алиэкспрессе можете найти, посмотреть, к примеру, вот такой вот картридж 100 в одном. Стоит 1700, бесплатная доставка. Китайский список игр. А вот он, список игр. Ну, здесь, по мне, так фигня. Yoshi Island нету, Mario Kart нету, Super Metroid тоже не вижу. Kirby тоже нет. Ну, такое себе, я вам скажу, даже и RPG-шек что-то никаких нормальных нету. Star Ocean, типа Chrono Trigger нету. Там The Legends of Mana, по-моему, называется. Тоже прикольная игра. Низи Turtles есть, трилогии Низи Гайдена нету. Ну, не знаю. По мне так ерунда. Castlevania есть. Вон, хоть Castlevania добавили, 4-й, вот прикольно, кстати. Ну, X тоже ничего. А вот регион Free Супер какой-то 800 в одном Pro. Тут еще можем наблюдать карту памяти какую-то, ну, почти 2000 стоит. Бесплатная доставка. Это получается флеш-карик, то есть на него закидываете игрушки и уже играете с него в закачанные игры, я так понял. Ну, в общем, кто ищет, тот найдет. Вот пишет, что Рома загрузил русский Breath of the Fire 2. Работает, сохраненки не проверял, пишусь позже. Ну, даже не знаю. Да, вот у него загрузочное меню, вот это Options. Скорее всего, это флеш-карик. Что список игр даже не указан. И написано, подходит для всех консолей США, Европа, Япония. И работает, да, региональная защита снята, то есть встроена Мегакей. По поводу Мегакей, штука такая же есть. Также на eBay где-то я тут видел. Да, вот оно. GameKey конвертирует из PAL в NTSC. Ну, вот тут чуть подешевле есть. В общем, кто хочет, тот может заморочиться с этим делом. Кому интересно, я тут немножко вставлю фоточек моей Super Nintendo. Я до этого вскрывал. Кто хочет, кстати, справа наверху будет подсказочка, может посмотреть. Распаковку посылок мне с Японии пришли. Я там заказывал себе Super Nintendo и всякие разные девайсы к ней. И картридж тоже. Таки вот. Немного вставлю, посмотрите. Я разбирать ее не буду. Зачем ее мучить по 100 раз. Еще хотелось немного добавить по поводу региональной защиты. Вот эти европейские консоли тоже модифицируют, чтобы они там кушали все подряд. Так же, как и USA, японки. Но это тоже лишние заморочки. Там, по-моему, чипуются они, если я не ошибаюсь. Но мне кажется, проще заморочиться с вот этими многоигровками. А лучше купить картридж от Krix. А вот этот сайт stuffpoint.ru, он для продажи в России, ну и на Украине. Человек просто продает с Украины. Здесь уже SD2 SNES Pro появился. Стоит он 11200, но он поддерживает все возможные... У вас, короче, будет вся библиотека игр. Ну, там исключения, возможно, какие-то японские там стратегии или там РПГшки, в которые вы вообще играть не будете. То есть ничего не потеряете, но 99,9% всей библиотеки Super Nintendo у вас будет в руках. Понимаю, некоторые хотят как бы потискать картридж в руках, там, да, вставить его в приставку, купите себе флеш-карик и тискайте его сколько хотите, втыкайте, вытыкайте. Зачем вам какие-то китайские подделки, там 166 в одном, с какими-то говенными там играми, из которых там 10 более-менее такие нормальные, сохранение неизвестно, там работают, не работают, и сколько он у вас протянет, прослужит, тоже неизвестно. Знакомый человек рассказывал, много людей обращается по поводу, а не мог бы ли ты починить мне китайский флеш-карик? Он
Такой, ну, блин, это ж Китай. Деньги на ветер. Лучше один раз, блин, ну, переплатить вот эти вот деньги. Зато потом у вас, мне кажется, на всю оставшуюся жизнь будет хорошая, добротная вещь. Это, конечно, не реклама, а просто личное мнение. Поступайте, конечно, как вам хочется. А теперь давайте перейдем к изображению. Максимально наилучшее качество изображения выдает RGB кабель. То есть есть коаксиальный, то есть RCA, он же колокольчик, он же тюльпан. Вот, но он дает не такую качественную картинку, как вот сам вот этот RGB кабель. Советую брать вообще у проверенных людей, подъясниться на форуме где-нибудь. ВКонтакте есть много групп, где общаются люди, обладатели вот этих вот приставок Super Nintendo. Они вам могут посоветовать, где лучше купить, потому что можно взять у китайцев, и он будет какой-нибудь закороченный, либо без земли, и качество картинки у вас вообще либо звук будет хрипеть, либо картинка не будет не та, что должна быть. Но советую брать вот этот RGB кабель. Кстати, могу посоветовать продавца. Зовут его, точнее, ник его на TFU83. Мне его также посоветовали люди. То есть к приобретению. Тут смотрите, у него, ну, вообще ими занимается. Он из Польши, чувак. На Мегадрайвы, Neo Geo делает, Sega Dreamcast и вот Super Nintendo. Только учтите, нужно выбирать именно по региону своей консоли. PAL там или NTSC. То есть, видите, он немножко тут дешевле получается, да? Ага, ну тут какие-то у него соединения. Раньше он такого не делал, он был цельный. Не знаю почему, с чем это связано, но делает, по всей видимости, так. И у нее идет еще CSync, то есть там очистка изображения. Ну, короче, классная штука. Человек знает свое дело. Советую. Ну и пару слов можно добавить по поводу различных устройств. Кстати, джойстики от разных региональных приставок разницы не имеет, подходят ко всем. То есть можно от японской воткнуть в американку, и джой будет работать спокойно. Также и наоборот. Посмотрите, какая даже бандура есть. Различные мышки даже специальные, там под них игры делались. Кстати, по поводу длины шнура от самого джойстика, на японской консоли он вообще прям короткий. И есть специальные удлинители для джойстиков, кто не в курсе. Также есть в моем видео, тут где-нибудь наверху, смотрите в подсказочках. Мегакеи, потом переходники на 4 там игроков. Это я не знаю, что такое мультиэкран какой-то. Давайте посмотрим. Джойстики разнообразные, с турбокнопками, с программируемыми кнопками, с дисплеями, чего, короче, только нету. В общем, вот, кстати, мышка. Если вы заинтересовались, вот, да, по-моему, раз, два, три, четыре, пять на 5. По-моему, на 4, а этот разъем какой-то непонятный. Я наподобие такой сплиттер видел, только он треугольный такой, что ли, был. В общем, кто заинтересовался, советую. Посмотрите, может, приглядите что-нибудь себе. Вот Game Engine еще есть этот, типа код, взломщик кодов, что ли. Да, мультиплеер какой-то, вот показано. Раз, два, три, четыре этих игрока. А 5 сюда, что ли? Ну, в общем, как-то так. Один джойстик сюда втыкается, а ко второму сюда подключается. От него уже подключаются эти. В общем, система очень интересная. В детстве, наверное, каждый ребенок, живший в бывшем СССР, мечтал себе о таком. Вот, кстати, базука под нее тоже. А вот, кстати, джойстик этот с турбокнопками, если не ошибаюсь. Да, здесь выбираешь режимы, там турбо, нормал, под каждую кнопку. Нифига тут. Тут вы вынесены боковые клавиши. Тут L1, R1 на бок. И тут еще, по-моему, slow-mo режим. Это тупо просто пауза так быстро нажимается, и у вас замедленные, типа замедление времени срабатывает. В общем, приставка очень интересная. Всяких прибамбас для нее немало. А вот и удлинитель за 128 рублей. Правда, не написано сколько метров, но будет вполне достаточно. Даже более чем. Я себе такой покупал. Тоже китайский какой-то дешевенький. В принципе, нафига дорогой брать, да? Чтобы он выполняет, в принципе, такие простые функции. Выбор для себя я сделал.
уже как год и 2 месяца тому назад, являясь счастливым обладателем Super Famicom и флеш-картриджем, чему я, несомненно, рад. А выводы делать вам, решайте сами, какую консоль вам брать, какую комплектации, какие дополнительные устройства докупать. Не забываем оценивать видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. И, конечно же, мне интересно ваше мнение. Оставляйте комментарии под видео, поболтаем. Ну а на этом все. С вами был Кацунеко. Еще услышимся. Джане.